Подготовка Мбаппе к переходу в Реал. Будущее Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед. Арсенал ищет замену для Зинченко. Кандидат на тренера Милана. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Эрику тен Хагу готовы дать возможность поработать с МЮ до конца сезона. Как сообщает ESPN, Айнеус во главе с Джимом Рэдклиффом, который купил 25% акций клуба, не хочет увольнять тен Хага как минимум до конца сезона. При этом в Манчестер Юнайтед понимают, что еще более слабые результаты могут вынудить новое руководство действовать быстрее. Айнеус связывалась с бывшим тренером Челси и Брайтона Грэмом Поттером. У него в неформальной форме спросили о планах на будущее. Жан-Клод Блан, занимающий важное место в структуре Айнеус Sport, получает огромное количество звонков от агентов, которые предлагают ему разных тренеров. The Mirror сообщает, что лондонский Арсенал хочет приобрести левого защитника во время зимнего трансферного окна. Причиной тому стала нестабильная игра Зинченко, а также его травма, из-за которой он может пропустить около 8 недель. Как сообщает источник, английский клуб будет искать варианты с краткосрочной арендой, чтобы не нарушать финансовый фэрплей. Александр выступает за канониров сезона 22-23. Сиру Гирасси, вероятно, не покинет Штутгарт этой зимой. Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, пока все идет к тому, что нападающий останется в Штутгарте. У руководства клуба тоже такое мнение, поэтому они прекратили интересоваться Калайджичем, который выступает за Вулверхэмптон. По данным источника, при определенных обстоятельствах Сиру может рассмотреть вариант с переходом в Баварию летом. Все зависит от усилий, которые приложит мюнхенский клуб. Бавария, как и многие другие клубы, проинформирована о всех деталях потенциальной сделки. Однако, как отмечается, игрок не хочет быть запасным нападающим и сидеть за спиной Харри Кейна. Это для него не вариант. Многие клубы работают над трансфером Сиру следующим летом. Кильян Мбаппе принял решение отказаться от бонуса за лояльность в размере 70-80 миллионов евро, который полагается ему по контракту в случае, если он не перейдет в другой клуб бесплатно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс. По информации источника, Мбаппе, готовясь к тому, что он бесплатно покинет французский клуб по окончании нынешнего сезона и не намереваясь продлевать с ним свое трудовое соглашение, уже лишился части выплат, которые он мог бы получить минувшим летом в случае пролонгации контракта с ПСЖ. Подчеркивается, что при условии, если нападающий изменит свое решение и останется футболистом Пари Сен-Жермен, то он снова сможет претендовать на получение денежных выплат в качестве бонуса лояльности. Агент полузащитника МЮ Казимира ведет переговоры о переходе своего клиента в Аль-Наср из Саудовской Аравии, утверждает журналист Руди Галетти. По его информации, представитель бразильца сам предложил услуги игрока Аль-Насру. Кроме того, на опорника претендует Аль-Ахли. Казимира выступает за МЮ с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую. Милан может уволить Стефано Пиоли только ради Антонио Конте. Как сообщает Спорт Италия, Конте — единственный тренер, о назначении которого на место Пиоли думает Милан. Ранее возникали предположения относительно того, что Стефано уже сейчас находится на грани отставки, учитывая нестабильные результаты Милана и вылет из Лиги Чемпионов. Однако в последние недели тренер изменил ситуацию. Вероятно, он останется в Милане до конца сезона, но его будущее все равно остается неопределенным. По данным источника, единственный кандидат на замену Пиоли, которого рассматривает владелец Милана, это Конте, так как Роберто де Дзерби не готов уйти из Брайтона, а назначение Тиаго Мотты из Болоньи считают слишком рискованным. Ранее Антонио работал в Ювентусе и Интере. Оба клуба под его руководством выигрывали серию А. Защитник Вест Хэма Тило Керрер переходит в Монако, сообщает Фабрицио Романо. Как сообщается, речь идет об аренде 27-летнего немца за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 11 миллионов. Вчера Керрер отправился для прохождения медосмотра во Францию. Вест Хэм должен утвердить все детали сделки.
Центральный защитник дортмундской Боруссии Ника Шлоттербек привлек внимание Арсенала. Такими данными делится The Athletic. Отмечается, что канониры могут предпринять попытку заполучить Шлоттербека летом. Что касается зимнего окна, то трансфер невозможен, поскольку Арсенал очень стеснен в финансах. В этом сезоне Ника отыграл за шмелей 15 матчей в рамках Бундеслиги. МЮ еще не сделал мюнхенской Баварии предложение по возможному переходу нападающего Эрика Максима Шупа-Мотинга, сообщает журналист Кристиан Фальк. По его данным, немецкий клуб и сам игрок были бы готовы к переговорам по трансферу в Манчестер Юнайтед. Контракт Шупа-Мотинга с Баварией истекает в конце нынешнего сезона. Сообщается, что одним из вероятных вариантов продолжения карьеры является переход в один из клубов Саудовской Аравии летом 24-го. Джейдон Санчо в ближайшие дни перейдет в Боруссию. Как пишет Билд, сделка полностью согласована. Боссы Боруссии добились прорыва в переговорах с МЮ. Теперь сторонам осталось согласовать лишь детали, связанные с уплатой налогов с платой за аренду. Переход Джейдена обойдется Боруссии примерно в 3 миллиона евро. Планируется, что Санчо присоединится к Дортмунду на сборах в Марбелье уже сегодня. Sky Sport Deutschland добавляет, что Джейден очень быстро принял все условия, которые предложила ему Боруссия. Не исключено, что в соглашении будет прописана опция выкупа. Обязательного выкупа точно не будет. Боруссия не может себе этого позволить. Оливье Жиру может покинуть Милан по окончании сезона. Как сообщает Футбол Италия со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Жиру сомневается в продлении контракта с Миланом, истекающего в июне. Форвард еще не принял решение о своем будущем. Отмечается, что в следующем сезоне Милан планирует подписать нападающего, в связи с чем Жиру не будет регулярно выходить в стартовом составе. Утверждается, что Оливье рассматривает возможность перехода в МЛС. Француз примет решение ближе к окончанию сезона. Манчестер Юнайтед активировал опцию досрочного прекращения арендного соглашения с испанским защитником Серхио Регилоном. Игрок вернется в расположение Тоттенхэма в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Красных Дьяволов. В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах МЮ во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Регилон не задержится в Тоттенхэме после возвращения и в ближайшее время снова будет отправлен в аренду. Роберто Фермино, который хочет покинуть саудовский Аль-Ахли, ищет возможность вернуться в Англию. Сообщается, что бразилец через агентов предложил свои услуги нескольким командам АПЛ. Среди основных вариантов для Фермино называются Фулхэм, Шеффилд Юнайтед и Ноттингем Форест.